Я учился в русской школе, я вырос в Советском Союзе, проводил время с бабушкой своей, которая русская. Поэтому мне комфортнее говорить по-русски. Хотя, конечно, могу свободно по-азербайджански говорить, но просто в голове уже засело так, что легче говорить по-русски. Плюс ко всему я давно уехал, и поэтому у меня возможности практиковать много нет азербайджанского языка. Хотя фильмы я свои по-азербайджански снимаю, потому что мне кажется, что это правильно. И тут у меня никаких сложностей нет. Но мысли выражать мне легче по-русски. Так сложилось уже. К сожалению, на самом деле, для меня, потому что это, конечно, не совсем правильно. Но, тем не менее, это как есть. Да? Очень много от школы зависит. Школа, в которую ходит ребенок, она формирует язык. Например, наша дочь, она с 3 лет ходила в английскую школу, потому что мы все время переезжали. И, соответственно, преподавание шло по-английски, поэтому у нее голова по-английски работает. Да? При том, что она азербайджанский понимает, в принципе. Это все с детства исходит, да, то есть то, что заложило в тебя в детстве. Язык можно и нужно учить, конечно. Другое дело, что чем старше становишься, тем сложнее. Я, например, сейчас гораздо лучше говорю по-азербайджански, чем я говорил, когда мне, там, скажем, 10 лет или 15 было, да. Но я учился и в университете я учился по-русски, потом по-английски, потом снова по-русски. Поэтому это, конечно, сложный вопрос, потому что формально русский язык к нам никакого отношения уже не имеет, да, там. Понятно, что куча литературы на русском полезна, но в первую очередь должен быть свой язык. И язык формирует нас как людей, да, и поэтому чем больше людей на своем родном языке разговаривают, тем лучше. Это банальность, конечно, но это правда. Так и должно быть. На самом деле, даже за границей парадоксально мы чаще разговариваем на азербайджанском, потому что там просто никто не понимает. Так гораздо удобнее. А здесь ты попадаешь в среду знакомую, и все, и сваливаешься обратно в русский язык. Ну вот. Скажи, кто твой любимый режиссер, кого ты смотришь? Это невозможный вопрос, потому что ты смотришь же фильм, они, ну, как бы, если брать, как бы, общую какую-то сумму вещей, то, наверное, это 3 режиссера. Это Виктор Рисе, испанский режиссер, это Тео Ангелопулос, греческий режиссер, и это Джим Джармуш, американский режиссер. Если брать общую фильмографию. А так, конечно, это невозможный вопрос, потому что у всех режиссеров есть хорошие, есть плохие фильмы. Но вот у этих 3 просто, как мне кажется, меньше всего неудачных фильмов для меня. Ну еще есть Аббас Киаростами, конечно. Это вообще гений. Да, его надо было в первую очередь сказать, наверное. Это потрясающий режиссер, и он очень важен для нас, потому что он работал с похожей фактурой, что и мы. То есть у него прямо кучу чему есть поучиться. Потому что он из простых вещей создавал целый мир. Да? У него же ничего не было сложного. Но при этом такая магия, что оторваться невозможно. Мне очень нравится фильм, который называется «Gün Keçti». Старый азербайджанский фильм. Я даже думал делать какой-то ремейк. Я даже написал историю, но никуда не пошло. Это такая попытка неореализма, но очень тонкая. Мне всегда нравилось, как вот. Это был рассказ Анара, по-моему, прекрасный, но они, правда, в фильме изменили концовку. Анаром гораздо интереснее заканчивался. Ну, это отличный фильм был. Много фильмов. Был очень хороший фильм «Допрос». Мне очень нравился. Прекрасный фильм. У нас много. «Bizim Cabir Şüpheli» один из любимых фильмов моего детства вообще был. Обожал это кино. Тоже по Ибрагимбекову. Хороший рассказ был. У нас много старых фильмов хороших. Просто проблема в том, что их вне нашего контекста иногда сложно понять бывает. Вот и все. Они не совсем универсальны, не настолько универсальные, как хотелось бы, чтобы они были.
sonunda deniz seveceğim. Deniz öldürecek beni. Şehir ağlayacak. Bir daha boğulacağım gözyaşlarımda. Bu şehri. Понимаешь, я здесь, в этих местах вырос, да, в какой-то степени. Я их всех знаю наизусть. В этом есть... Не обязательно должно выглядеть красиво, чтобы это любить. Ты, как бы... Красота в глазах смотрящего, как говорят, да? Я просто помню, как половины этого всего не было. Вот всех этих заборов там, да, некоторых домов это не было, когда я рос. Мы в детстве, меня дед брал, мы бегали с ним на море все время. Бегали на море и плавали, там делали гимнастику, возвращались по утрам. Поэтому я все эти дороги очень хорошо запомнил. Видишь, там есть некоторые там дома новые там. По левой части в основном все старые дачи. Справа гораздо больше новых каких-то дач. И как бы уже тоже эстетика нарушается. Посмотри, вот, например, такой забор, да, он, как бы я понимаю, почему он есть, но он же некрасивый, это уродство, да, какое-то покрытое непонятно чем, да. Вот это вот уходит, к сожалению, это вот старое. Вообще на обширонских дачах никогда заборов на самом деле не было, на оригинальных. Да если там поехать в Кюрдаханы, в старые, там у домов нет заборов, потому что раньше было так. Потом появились заборы, но заборы тоже разные бывают. У меня есть кошка из Шубряных в Париже, да. Прекрасно живет, не хочет возвращаться. Ей все там очень нравится. У кошки французский паспорт. Мечта многих. Мне вот интересно, как по-твоему, самые положительные качества азербайджанцев? Какие? Их много на самом деле. Ну, относительно, ты гулял, жил там, тут. Это вопрос, это как самого себя оценивать, да, это сложно достаточно. Потому что оценивая азербайджанцев, я оцениваю сам себя. Много положительных качеств. Душевность, наверное. Люди, которые, в принципе, всегда могут помочь. Особенно как человек, который снимал в разных местах. Ты понимаешь, что люди готовы тебе помогать просто потому, что им интересно, просто потому, что они нормальные люди. Куча таких моментов было. Я снимал фильм в Кусарах, в деревне. И там все нам помогали абсолютно безвозмездно. И, как бы, им просто было в кайф посмотреть, как это работает, как работает фильм, помочь нам. Люди сниматься были готовы и так далее. Просто хорошие люди. Да много на самом деле. Сложно как-то подводить какие-то конкретные черты выводить. Плохо, что нет любви к животным, например, как национальные черты. Это хреново совсем. На уровне как бы национального какого-то, на уровне национальной идеи животных никто не любит. Ну, нет, никто не любит, громко сказано, но если ты посмотришь, например, что творится, например, на улице Парижа, да, у всех собаки, нет бездомных животных, все как бы, все животные, они окружены заботой, любовью, да. А здесь ты выходишь на улицу, сейчас в Шубрянах выйди, там будет стаи собак бродить, голодные, облезлые все, они ни в чем не виноваты, да, что они такие, у них нет хозяина. Это прям совсем плохо. Смайл, как ты зарабатываешь деньги? Когда получается рекламой.
А так, в сравнении с тем, что я зарабатывал раньше, когда я там работал в банках и так далее, конечно, стал меньше зарабатывать. Реклама в основном. Реклама, там могу сценарии писать, если кому-то они нужны. Да, ну, бывает нужны. Просто стал меньше тратить, на самом деле. Вот и все. По крайней мере, стараюсь меньше тратить. Я работал в банках, в инвестиционных компаниях. Я всегда хотел заниматься кино, потому что мне интересно было. У меня не было возможности учиться. Потому что, ну, не было возможности. Я не хотел учиться в Баку. И когда я попал в Москву, я поступил в киношколу. Параллельно работал, а потом я ушел с работы и понял, что как бы надо уже заниматься полноценным кино. То есть, когда я пошел в киношколу, мне было, сейчас скажу, мне было 35 или 36 лет. Да, соответственно, где-то в 37-38 я ушел с работы. И с тех пор я стараюсь, по крайней мере, заниматься кино. Я там продюсировал пару фильмов, писал, снимал свои фильмы. Ну, то, чем я всегда хотел заниматься, просто, видимо, нужное время должно было прийти. Хотя, конечно, этим раньше надо было заниматься гораздо. Сейчас, чем старше, тем сложнее становится. Просто меньше времени есть все успеть. А что нужно успеть? Снимать. Фильм просто это длительный процесс, да? Вот этот полный метр, который я сейчас снял, он в том или ином виде, он года 3, наверное, готовился. Писался, поиск финансирования, там, подготовка, съемки, монтаж. Это занимает долгое время. То есть если один фильм снимать 3 года, соответственно, просто не так много остается потом, чтобы другие фильмы снять. Не потому что я там не собираюсь долго жить, а потому что лучше начать раньше, чтобы снять больше фильмов. Потому что всегда есть какой-то материал, который хочешь рассказать, и надо успеть все, что ты как бы надумал, реализовать. Почему в Азербайджане это все так плохо развито? Что? Кино? Да. Это сложный вопрос. Я бы не сказал, что плохо развито. Плохо развито что? Плохо развито... Ильхама займе Томаса. Плохо развито что? Плохо развито... Ну, надо глубже смотреть. Да у нас не было такой сильной школы, как, например, это часто говорят, но, к сожалению, это правда, как у грузин. Да, у нас есть свой национальный кинематограф, который мы любим, который мы понимаем, но он никогда не выходил за пределы какие-то локальные в большинстве своем. Нет ли у нас талантливых людей? Это неправда. У нас куча талантливых людей. Сейчас вот режиссеров азербайджанских, может быть, в сумме своей больше, чем грузинских. Но тут два вопроса есть. Во-первых, они все почти не живут в Баку, ну, большая часть. Многие ребята продолжают жить. И очень сложно искать финансирование на фильм. Это прямо сложно, это задача. Грузинам, например, легче, да, там, потому что у них есть фонд. Русским легче, просто потому что у них тоже есть фонд. Поэтому здесь все, кто снимают, они снимают своими силами. А своими силами снимать качественно тяжело. Что такое фонд? Поясни людям, которые не Ну, знают. фонд кино — это организация, которой ты, ну, если совсем примитивно, посылаешь свой сценарий, если он хороший, они тебе помогают снять. За счет чего этот фонд? За счет в разных странах по-разному. За счет государства, за счет кинокомпаний, за счет налогов. Во Франции есть несколько фондов, которые за счет налогов работают. В Грузии, по-моему, государственный фонд. В России фонд финансируется государством, плюс там есть частные фонды какие-то, которые помогают. Это все делается для того, чтобы как бы индустрия развивалась. У нас как таковой индустрии нет, да? Потому что у нас есть отдельные какие-то всплески, но они их это нельзя назвать индустрией. Иди давай. Пойдем Юки. Опять? Мы же договорились, мама убила Юки. Это друг его, которого я убила сегодня.
Последний азербайджанский полнометражный фильм, который я посмотрел, был фильм Эльмара Иманова «Конец сезона». И мне он очень понравился. Я его смотрел на фестивале в Роттердаме, и мне было прям приятно. Потому что был полный зал, потому что Эльмар получил приз, и потому что кино было... Ты знаешь, такая штука есть, да, по-английски это second-hand embarrassment, когда тебе за кого-то стыдно. Каждый раз, когда ты начинаешь смотреть какой-то азербайджанский фильм, непроизвольно происходит, тебе немножко стыдно становится сразу, потому что даже сейчас какая-то фигня полезет. И, например, за Эльмара фильм не то, что было бы стыдно, за Эльмара фильм было радостно, потому что это кино, да. Оно может кому-то нравиться, кому-то нет, но это фильм, который можно посмотреть в Роттердаме и гордиться, что этот человек там с твоей стороны, там говорят на твоем языке. Вот. Для меня это самое важное. Потому что все предпосылки, чтобы снимать хорошее кино, у нас абсолютно есть. Вообще не вижу ни. У нас прекрасные актеры. Многие думают, что у нас только там, я не знаю, никого не хочу обижать, но тем не менее, только такие, да, там, хаясысы, такие актеры, кричащие бабульки и так далее. Это есть, но у нас прекрасная актерская школа. У нас есть прекрасные актеры, которые могут фору любым там, русским актерам дать и так далее. Другое дело, что эти актеры, с одной стороны, не имеют возможности сниматься в нормальном кино, просто потому что его очень мало. И не попадают в руки к режиссерам, которые могут вытаскивать то, что нужно, да? Ну вот и все. А снимать фильмы здесь сам Бог велел. Ты в любое место заходишь, там в Баку или там в районах, везде что-то кинематографичное есть. Абсолютно. Причем натуральные. Не надо ничего доделывать или переделывать. Я снимал свой фильм в поселках бакинских последний. И моя команда была просто в восторге, например, русская, от того, какие там локации были. От того, какое море, того, какие деревни, да. Ronaldo ama Niyazi Wati Ronaldo команда ame kifin qo'yzati ama Messi da qisa qo'yzati ki hadi komanda Tush, Ronaldo daqsa işi komandada am qo'yza Sarvar. Niyazi qo'yzati qisa ti Sarvar biz Niyazi dedi put golana Niyazi dedi golana Ronaldo dedi put Adu ti serveren şu sakamada hakla bada. Na kilitsi futbolla qattilsiz. Вот это еще вода Tabii. Да, значит, как нам где цифры? Последний фильм о девочке, которая живет в рыбацком поселке и ищет отца, который пропал. Да, мам Валя? Мам Валя, мы сейчас запишемся, потом чай попьем. Ну хорошо, ладно, ничего страшного. Ну, чуть подробнее расскажи про фильм. Какие ожидания сейчас от фильма? Кто был продюсером? С российской, мой продюсер был компания «Нон-стоп». Это Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. С азербайджанской стороны был сопродюсер, это компания «Синекс», продюсер Мария Ибрагимова. Сейчас, соответственно, фильм закончен, и сейчас он в руках продюсеров и как бы ждет своей фестивальной судьбы. Я свою часть закончил, сейчас надеюсь, что он куда-то попадет на какой-нибудь хороший фестиваль. Сейчас продюсер над этим очень усердно работает. Ну, а что тебе здесь больше всего нравится? Дача. Дача, друзья. Здесь материал творческий. Вот все свои фильмы ты снимал в Азербайджане. Все, кроме одного, да. Один я снимал в Москве. Здесь самый интересный материал для меня, по крайней мере. Ну, не обязательно здесь, в Баку, но в Азербайджане. Просто потому, что это та почва, которую лучше всего чувствую. Мне кажется, что я могу более точно рассказывать истории, которые связаны с этой страной.